Итак, заехали повторно, будем разбираться с газами в системе охлаждения. Итак, друзья, наша история не заканчивается. Газов в системе охлаждения стало меньше после замены головки компрессора, но они все равно в каком-то количестве остались, да? Поэтому Сергей будет устранять эту проблему до конца. Второе, возможно, что это стаканчики. Стаканчики чего? Стаканчики форсунки. Вот. Если они прокрутились, соответственно, у нас антифриз попадает в газокомпрессию. Ошибка имеется на панели приборов. Это термостат, клапан управления маслом, который находится в корпусе масляного фильтра. Его надо будет тоже менять. Зачастую это очень часто это проблемы выхода из строя именно этого термостата. Как ты говоришь? Ну, там есть клапан управления на подачу охлаждения поршня масла и этот термостат, который открывается на подачу, то есть масла в циркуляции. Это машина какого года на эскалаторе стоит. И топливную, чтобы снять, надо это самое ромысло открутить. Все это. Коромысло или коромысло? Понимаем? Это видно в этом месте. Что-то странное. Если это чистый. Здесь, видишь, там чуть-чуть что-то. Какая-то имеется. На остальных такого нет. Ну, сейчас мы их... там не подписано. Сегодня подписано первое. И следующее. Специальное устройство. То же самое, как зонд глотает, желудок проверять. Слушай, вот это новое, да, изображение тут крутое. Ну да. И картинка такая поярче и побольше, чем на старой. Солярка. Белье. Клапана. А мы что ищем? Не знаю. Клада нету точно. По гильзам ничего плохого не сказать. Ну да, задиров, полы, света.
понять, это антифриз в стакане. То есть, видишь, сейчас вот. Оп. Видно? Я вижу, что это ГБЦ. Это головка, это вот у нас зонд входит в стакан. Вот сам стаканчик. И край стаканчика как будто бы капли антифриза стоят. Раз, два, три. Ну, другой цвет что-то имеет, да. Вполне возможно. То есть у нас как по логике у нас как раз таки стакан. Да, вот, было хорошо видно. Вот, по логике как раз стакан у нас и дуется. Угу. И то есть попадать антифриз газы могут вот как раз вот в этом месте. Это единственное место. Я дал давление в систему охлаждения, чтобы вот как раз увидеть, будет ли здесь какие-то вот И следы. вот оно. Да, и вот очень похоже, что это у нас антифриз и есть. То есть четко виден контур стакана, и вот как будто бы это и есть антифриз. Я попробую так сделать. Нет, тут такого нету, видишь? Прям четко видно стакан, но никаких капелек не видать. Вот он прям по кругу. Все четенько, все хорошо видно. Здесь нету, там есть. Такое специальное устройство устанавливаем. Вот этот цилиндр, который мы обнаружили, антифриз. Прижимаем. На место форсунки, правильно? Да. А То есть так потом... называемая фальш-форсунка. А, да, получается фальш-форсунка. Ты в нее подаешь воздух под давлением. Цилиндр Воздух делаем идет в цилиндр, компрессию. и уже будет видно. Выходит он... Соответственно, если у нас там, где капли, должен, по сути, вот этот воздух пробраться туда. Мгм. Расширительный бачок, кинем эту бутылочку и будем ждать долго упорно. Вопрос просто, хватит ли нам этого давления, которое мы дадим, там 8-9 бар. Может просто не пробить. Ну, это как эксперимент показать, чтобы уже убедиться, так сказать. Так и так понятно, что там капли висят, стаканы надо менять. По-хорошему, вообще это снимается головка и опрессовывается. То есть, ну, чтобы не идти на эти большие затраты времени и денег, мы предложим просто заменить стаканы и проверить таким путем. То есть меняем, ставим, ну, должно пройти, потому как все равно косяк мы видим. Есть по резинке. Остается еще там кавитация гильз, которая может быть, или там прокладка гильз, ну, либо сама голова. Вот. Но это уже будет очень много денег стоить. Гильза состояние вроде неплохого, поэтому думаю, что правильнее будет просто поменять стаканы и на месте, и проверить. Все должно пройти. Откуда дым? Серый, у тебя тут дым откуда-то идет, я не знаю. Бутылку принес. Только не такую, как я просил. Мне нужна была немножко другая. С градусами, да? Да. А здесь что-то... Мы сейчас градусов накидаем. Опрессовывается. Короче, заменили вот такой вот клапан, термостат. Как его правильно назвать? На работы на охлаждение поршней. То есть открывает и закрывает масляные форсунки. Очень в труднодоступном месте он был, пришлось разобрать турбину, снять, здесь и патрубки. Ну, в итоге его заменили, сейчас приступим к замене стаканчиков форсунок. Ой. Сливаем антифриз. Ударился? Бывает. Берем первую часть инструмента, так сказать. Это резьбу нарезаем в стаканчиках. Таким вот образом. Прям нарезаем.
В общем, стаканчик это место, куда вставляется топливная форсунка, правильно? Правильно, которая в свою очередь охлаждается антифризом. Угу. Снимем. Вот, второе приспособление. Там, где резьбу я накрутил, вкручивается теперь вот это и вытягивается. А, все, закручиваешь. Да. Аккуратно. Как гильзы. Алло. Здравствуйте. Вот он, собственно, наш стаканчик. Визуально что-нибудь видеть можно или? Ну, по нему сейчас нет, поэтому все остальные сейчас скроем, посмотрим. Они чаще всего раздуваются, так, если в них явная проблемка. А так по прилеганию не столько. Красивые, новые. Все прочистили, продули, промыли. Все убрали и вставляем новые. Стаканчики. Важно следить, чтобы у нас поршень не был в верхней мертвой точке. На то упираемся и не до конца установим. Устанавливаем. Она просто потом упирается и все? Не, она просто полностью вылазит. А, да. И что у нас происходит? У нас вот этот ёршик проходит насквозь через стакан. Тем самым разворовывая вот здесь вот в голове. Все, понял. Ну все, мы вытягиваем и все. Стакан установлен.
Казалось бы, простая задача стояла изначально. А сколько времени ушло, да? Всякое там появилась проблема, там, и понеслось. На самом деле задача просто была неполная. Ничего не понятно, что с машиной, никаких пояснений, ничего не было. А тут, оказывается, целый букет проблем, которые уже давно пора было решать. Может, просто люди с этим ездили и не обращали внимания. Что, скорее всего. Но мы просто увидели, предложили устранить. Со стаканчиками у них это какая-то систематический вопрос, да? Ну, частая проблемка бывает в этих стаканах, то есть, ну, самое основное это компрессор, стаканы, ну, либо еще гильза или прокладка. Ну, тут можно либо снимать головку, опрессовывать и на снятый делать, либо вот таким вот образом. Вот так, конечно же, дешевле, чем со снятием. Опять же, уйдет, не уйдет, но так как это является частой проблемой, то есть 80% это вот именно стаканов, ну, если исключать компрессор, после компрессора без стаканов. Ну, почему бы не попробовать, потому что в любом случае по резинкам проблемки есть уже. То есть не сейчас, так скоро пошел бы у нас антифриз с маслом. Фу, антифриз с соляркой. То есть вот эти верхние резинки перестают держать, и антифриз уходит в солярку обратно. То есть что-то очень часто бывает. А резинки здесь уже дубовые. Время не пришло, поэтому обновить их все равно не мешало. Важно смотреть вот на вот эту верхнюю часть стаканчика. Чуть позже объясню, что к чему. Америкосы, надеюсь, опять отведется нахуй за океаном. Америкосам сейчас, блядь, вниз бы ослабить. Ой, они все блестят. Сергей заставил снимать. А мало ли не Скажи, что это так и сделали. Ну и вот там то, что эти бурты, это под этот самый, с шайбочкой. То есть вот такая шайбочка ставится, если на стаканчике две полосочки или одна. Если без полосочки, если гладкая вот этот край, то без шайбы. Так, теперь приступаем к регулировке клапанов после того, как мы собрали верхнюю часть. Я только обозначу. То, что мы регулируем. Да. Видео и так затянулось. Все.
А у тебя подмыха проветривается. Пробуем мы произвести первый запуск двигателя. Подкачаем еще немножко.